Всем привет, на связи Денис, и в этом видео я покажу 10 идей по лейерингу синтов. Сразу оговорюсь для начинающих, что лейеринг — это добавление дополнительных слоев к звуку для придания нового тембра, новых оттенков звучанию. Давайте вот рассмотрим пример. Вроде и так неплохо звучит, но для того, чтобы стало еще интереснее, можно записать эти же аккорды. Я в этом видео не буду вдаваться в технические подробности, как это все делается, иначе видео сильно растянется. Просто скажу, что делать. Записываем текущие аккорды, делаем реверсы этих аккордов и добавляем к исходному синту. Классно. Но еще лучше получится, если добавить к синту реверсы какого-то другого синта. Это еще больше освежает и делает более интересным звучание. Второй пункт, что мы можем добавить, это звуки механики клавиш. Так вот звучит без них. И добавляем шумы. Стал гораздо более интересный звук и наполнился какими-то дополнительными деталями. Так вот они звучат отдельно. Эти звуки механики пианино можно получить, например, вот в такой вот замечательной библиотеке для сэмплера Kontakt Unacorda. Третий способ, что можно добавить, это резонирующий шум. Давайте послушаем без него. С ним. Гораздо более интересный тембр стал. И что из себя представляет этот слой? Это всего лишь шумовой осциллятор в серуме. Здесь у нас band pass фильтр, который создает резонанс, чтобы это был не просто шум, а именно выделенный тон из всего шума. И частота среза этого фильтра, вот это вот самый главный момент, привязана к ноте. Таким образом у нас создается как бы тональный звук. Естественно, эта нота настроена так, чтобы она совпадала с обычными нотами. И в итоге у нас получается такой вот слой. Вместе это звучит вот так. По отдельности уже не так интересно. Далее. По аналогии мы можем добавить к обычному синтезатору такой вот слой. Вот без него было бы так. Обычный синт, а с ним вот так. Тоже добавляется какая-то живость, какая-то иллюзия механических клавиш. И это всего лишь шум с промодулированной ручкой pitch. Вот с помощью LFO просто добавляется огибающая, LFO в режиме огибающий на pitch этого нойза. Дальше у нас идет гранулярный ресинтез. Вот у нас изначальные аккорды. Я записал по отдельности каждый из этих аккордов, и каждый из них
поместил в свой собственный синтезатор Quanta. Quanta — это гранулярный синт, который сделал из каждого из этих аккордов нечто уникальное. Который мы подмешиваем к основным аккордам. И вместе получается естественно, Quanta — это сторонний синт, но ничто не мешает вам использовать встроенный Fruity гранулайзер. Вот, в него точно так же можно засовывать эти сэмплы, любой из них, и как-то перенакручивать этот синт. Естественно, после подмешивания это все обогатит исходный тембр какими-то новыми красками и деталями. То же самое, это уже пункт номер 6. То же самое можно сделать с помощью аддитивного ресинтеза. И это позволяет сделать встроенный армор. Здесь есть вот такая вот вкладка Image, куда можно перетащить любое изображение, а также сэмпл. То есть мы записываем наши аккорды и перетаскиваем их сюда, вот в это окошко. Естественно, результат будет сильно зависеть от выбранного пресета. То есть можно изначально выбрать какой-то пресет, например, вот из секции Resynthesis или Image Synthesis, или вообще любой другой, просто поэкспериментировать. Потом запихнуть сюда свой сэмпл и попробовать, как он звучит. Либо можно просто инициализировать пресет, запихнуть сэмпл и поиграть вот с этими ручками. У меня получилось вот такое. И послушаем отдельно именно вот эти вот ресинтезированные слои. Каждый аккорд — это отдельно по-разному настроенный хаммер. Здесь я просто использовал скользящую ноту. 7-й пункт. Это чем-то похоже на реверсы, которые мы обсуждали в самом начале. Звучит похоже, но делается это с помощью реверберации. Вот так вот звучит исходный синт. Звук с него идет на реверберацию. Здесь довольно креативно настроенный реверб. Он большой и яркий. Плюс после него еще эффектор в режиме Lo-Fi, дилей. Но самое главное, что все это обрабатывается сайдчейном от исходного звука. То есть исходный звук идет сюда на параллельный канал, и это позволяет нам обработать реверб отдельно, не влияя на сам звук. И в итоге у нас получается вот такая вот штука. Звук проскакивает только в паузах, и создается иллюзия вот этого самого реверса. Реверса, который мы обсуждали в начале. То есть примерно похожий результат, но с помощью обработки. И здесь можно еще и поэкспериментировать как с самим ревербом, так и с другими эффектами после него.
такая вот техника. 8-й способ, что можно добавить к звуку, это экстремально высокий слой. Например, вот у нас изначально просто пила. Во втором осцилляторе я беру ту же самую пилу, но настраиваю ее аж на 4 октавы выше и еще добавляю 7 полутонов. И такой экстремально высокий слой мы постепенно начнем подмешивать. И в звуке словно появляется какой-то блеск, какая-то магия. Хотя изначально это была банальная пила, которой никого уже давно не удивить. Далее, 9-й способ – это подмешать вокодер. Что такое вокодер? Вокодер позволяет ресинтезировать вокал. Давайте продемонстрирую. Вот у нас вокал. Вот так вот он звучал без вокодера. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. И с вокодером вокал будет звучать так, как играет синт. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh, baby you're the best I ever had. Ну, вы скажете, при чем тут лейеринг синтов? То есть это же просто вокодер на вокале, да? Совершенно с вами согласен, в данном случае это просто пример того, что такое вокодер. Но что если мы возьмем не настолько выразительный вокал, а просто какую-то атмосферу, то есть длинный, тянущийся вокальный сэмпл, и у нас будет основной партией играть синт, а вокодер, который играет по боковой цепи от этого синта, будет просто дополнительным слоем. Вот давайте послушаем. Вот просто синт. Опять же, банальная пила, которая уже давно никого не удивит. И вот отдельно вокодер, который работает по сайдчейну, по боковой цепи от этого синта. По отдельности он не представляет какой-то особой ценности. Не совсем синт, да, и не совсем вокал, но как дополнительный слой к этому синту он просто бесподобен. Он идеально подходит, потому что в нем есть характеристики синта. И в то же время он добавляет новые характеристики звуку, вокальные, и возникает ощущение, как будто это уже не просто пила, а как будто вот хочется ей подпевать, или как будто кто-то ей там едва слышно подпевает на уровне того, что кажется, как будто это послышалось. Но, тем не менее, это действительно есть в звуке. Давайте послушаем еще раз эти едва ощутимые какие-то вокальные характеристики. То есть вокодер можно применять для лейеринга синтов. Конечно же, не только для этого, можно еще и на ударные его повесить, но опять же об этом в других видео. И последний, 10-й пункт – это лейеринг по голосам, или по-русски расслоение по голосам. Вот как мы обычно делаем лейеринг, вот какая-то партия у нас есть, мы берем ее,
и копируем на другой синтезатор, который подмешиваем к основному. То есть тут все просто и банально. Но что если не всю партию скопировать на другой синтезатор, а скопировать партию по голосам? То есть один голос отдать одному синтезатору, другой другому, третий третьему и так далее. И в итоге сыграть изначальный аккорд целым оркестром синтезаторов. Давайте оценим разницу. Вот у нас изначальная партия, сыгранная одним синтезатором. И давайте теперь раздадим эти голоса, те же самые голоса, но разным синтезаторам. Ну, конечно, пока немножечко не совсем стройно, потому что я на скорую руку подобрал тембры. Конечно, можно гораздо дольше посидеть, поподбирать, подогнать их по громкости, там немножко подстроить друг под друга. Но я думаю, разница уже сейчас очевидна. И надеюсь, что тебе понравились эти 10 способов. Напиши свое мнение в комментариях, может быть, на чем-то, на какой-то технике остановиться подробнее в следующих видео. И поставь лайк, естественно, этому видео, если тебе хотя бы один из этих способов показался интересным, полезным и натолкнул тебя на какие-то идеи. А также хочу пригласить тебя в нашу закрытую группу ВКонтакте. Точнее, группа, конечно, открытая, и в ней есть полным-полно открытого контента, но в то же время есть и закрытый клуб, скажем так, отдельный чат и отдельный контент для тех, кто оформляет ежемесячную платную подписку. Чем я там делюсь таким уникальным? Я в основном работаю над проектами на заказ, либо продаю какие-то треки в качестве гост-продюсера. Естественно, те, кто их покупают, не хотят, чтобы я демонстрировал как-то в открытом доступе где-либо, что я являюсь изначально автором этого трека. Поэтому я и не могу снимать какие-то видосы на основе того, над чем работаю. Но в закрытой группе я иногда делюсь такими вещами, потому что они не попадают в открытый доступ и, по сути, никак не нарушают мой договор с моими клиентами. А тем не менее, там очень много бывает каких-то полезных вещей и интересных вещей в процессе работы над реальными треками, которые потом покупают, выпускают на лейблах. Помимо интересного контента от меня, также есть контенты от других моих коллег, и не только по танцевальной музыке, но и по кинематографической музыке, по саунд-дизайну. Сейчас вот у нас проходит тренинг по сведению, уже заканчивается скоро. В общем, welcome. Подписывайтесь в ВКонтакте на нашу группу, становитесь нашими платными подписчиками. И, естественно, если вы до сих пор не подписаны на этот канал на YouTube, то, конечно же, подпишитесь. На этом все. С вами был Денис, и до новых встреч в новых видео. Пока.